Всем привет! Вы на канале Богдан Констант. Сегодня полюбуемся бесконечными изумрудными чайными плантациями в небольшой высокогорной деревушке Хапутали, 1500 метров над уровнем моря. Виды просто восхищают и завораживают. Хочется ими любоваться бесконечно. Эта высокогорная деревушка расположена так, что кажется, вот-вот и ты дотронешься до облаков рукой. Недалеко от этого места в свое время жил и работал сэр Томас Липтон, знаменитый шотландский предприниматель, открывший в Европе цейлонский чай. В 180 километрах к востоку от города Коломбо и 18 километров от Хапутали есть чудесное по своей красоте место – Липтон-Сит. Это смотровая площадка, расположенная на высоте около 2000 метров над уровнем моря, откуда открываются шикарные виды на окружающие чайные плантации среди горных холмов с обзором на 360 градусов. От Хапутали до Липтон-Сит ведет живописная серпантинная дорога, поднимающаяся на самую высокую точку, прямо к облакам. Дорога в гору довольно узкая и местами не в очень хорошем состоянии. Но люди, которые планируют посетить чайные плантации на легковом автомобиле, смело могут попасть даже к самой высокой точке смотровой площадки Липтон-Сит. Так как это очень высокая точка, здесь бывает часто облачность. Кажется, вот-вот и ты дотронешься до облаков. Очень важно попасть туда в хорошую погоду, ведь в ясную безоблачную погоду со смотровой площадки Липтон-Сит можно разглядеть вдалеке Тинкамали, Матару, а иногда можно даже заметить свет в окнах домов Киринди. Местные советуют стараться посетить смотровую площадку с самого утра, иначе, как правило, после 8 часов между горных склонов начинают опускаться облака и туман, которые могут помешать в полной мере насладиться чудесными окружающими видами. Но, к сожалению, посещение этого прекрасного места даже ранним утром, как и в нашем случае, не гарантирует их отсутствие. Мы находимся на смотровой площадке Липтон-Сит. Буквальный перевод – место, где сидел Липтон. По рассказам местных жителей, именно здесь любил сидеть и любоваться своими чайными угодьями Томас Липтон. Да, это тот самый создатель одной из самых знаменитых торговых марок чая, сумевших прыгнуть выше головы и создать бизнес-империю, существующую по сей день. Нет такого человека на земле, который бы не пробовал чай Липтон. Томас Липтон не только известный бизнесмен, но и большой любитель приключений, который всегда учился новому, постоянно исследовал мир и старался сделать жизнь множества людей легче и лучше. Он с достоинством и упорством прошел сложный путь становления от бедного мечтательного мальчишки до рыцаря чайного бизнеса, одного из самых известных богачей второй половины 19 века. Состояние, благодаря которому он начал чайный бизнес в Цейлоне, далось очень нелегко, ведь для этого пришлось много и тяжело работать с ранних лет. Основными стратегиями его бизнеса были прямые договора с производителями продукции, яркий нестандартный рекламный прием, постоянное расширение ассортимента, приятная обстановка и доступные цены. Его стратегия бизнеса пришлась по вкусу жителям города. Выручка магазинов постоянно росла. К началу чайного бизнеса Томас Липтон владел уже целой сетью магазинов и упаковочной фабрикой. В конце 19 века в Англии начал набирать популярность чай, во многом благодаря недорогим поставкам из Индии, которая в то время была колонией Великобритании. Липтон, конечно же, увидел в этом выгоду и решил заняться чайным бизнесом. Но, по мнению Липтона, продаваемый в Великобритании чай был все же слишком дорог для продукта массового спроса, и он начал искать пути снижения цены чая. Благодаря четко выработанным стратегиям бизнеса, Липтон удалось вдвое снизить стоимость на чайную продукцию.
В результате первая партия чая в магазинах Липтон стала продуктом ажиотажного спроса. И в тот период у Томаса Липтона рождается идея, чтобы сделать чай еще более доступным. Необходимо самостоятельно его выращивать, обрабатывать и транспортировать. Дабы не слить идею потенциальным конкурентам, Томас объявил, что отправляется в отпуск в Австралию, а сам тайно сошел с корабля на остров Цейлон, ныне известным как Шри-Ланка, в 1890 году. Время для начала чайной компании было выбрано Липтоном очень удачно. Из-за краха кофейной индустрии земля на Цейлоне резко упала в цене, и Липтон выгодно приобрел несколько поместьй и основательно занялся чаем. Открыв чайное дело, предприниматель придумал свой первый рекламный слоган: «С чайного куста прямо в чашку». Плантатор твердо шел к своей цели. Чай должен быть вкусным, качественным и при всем этом доступным по стоимости. В чайное производство Липтон постоянно внедрял разные нововведения, стараясь максимально оптимизировать весь процесс. Он нашел лучших технологов, которые составляли чайную смесь и неустанно работали над их вкусом и ароматом, постоянно улучшая качество продукции. Томас Липтон первым стал использовать фасовку чая в отдельной упаковке разной массы, в то время как все остальные поставщики продавали его ящиками, которые нельзя было вскрыть до продажи, и, соответственно, клиенты даже не могли знать, насколько свежий чай и сколько на самом деле товара в ящике. Для оптимизации логистических затрат Томас Липтон даже создал свой флот, в составе которого были легкие и быстрые парусники. С таким подходом к делу, конечно же, Томас Липтон был обречен на успех. Чай, ранее считавшийся напитком исключительно для богатых, стал доступным даже рабочему классу. В итоге даже 300 магазинов Липтон не могли удовлетворить покупательский спрос на чай. Таким образом, Липтон превратился из названия сети магазинов в имя нарицательное, став синонимом чая. Томасу Липтону часто ошибочно приписывают создание чайного пакетика, хотя это изобретение принадлежит торговцу Томасу Салливану. Томас Липтон, узнав об изобретении чайных пакетиков, просто воспользовался им и организовал производство пакетированного чая. Этот способ заваривания особенно высоко ценили солдаты во время Первой мировой войны, что привело бренд к еще большему коммерческому успеху. В числе поклонниц отличного вкуса чая Липтон была и сама королева Виктория. Она сочла, что Томас Липтон способствовал формированию английского стиля жизни. Его вклад достоин титула сэра. В 1898 году Томас Липтон был посвящен в рыцаря. Несмотря на то, что легендарный Томас Липтон ушел из этого мира в 1931 году, но созданная им бессмертная торговая марка Липтон не просто существует, а процветает и по нашей дни. Представляете, по этой живописной дороге ходил сам сэр Липтон. Посмотрите на знаменитые бескрайние чайные плантации сэра Липтона. Здесь столько оттенков зеленого, от светлого до изумрудного. Здесь на каждом свободном участке земли находится чайная плантация. По законам Шри-Ланки сейчас абсолютно все чайные плантации принадлежат государству, но находятся в длительной аренде у частных предпринимателей. И вот так вот собирают чай. На вкус чая влияет технология обработки и сбора чайного листа. С одного куста собирают всего 2-3 верхних листочка раз в 6 недель. Если за кустом правильно ухаживать, то можно с него собирать чай в течение 35 лет. Так сложилось исторически, что сбором чая занимается преимущественно тамилы. Во времена колонизации британцы привезли их из Индии для работы на чайных плантациях. С тех пор они здесь обосновались и продолжают работать по сей день. А знаете ли вы, что черный и зеленый чай – это листья с одного куста, разница лишь в обработке. Черный чай подвергается ферментации, а зеленый – нет. А еще существуют элитные сорта чая – серебряный и золотой. Недалеко от смотровой площадки Lipton Seed находится чайная фабрика.
Фабрика Тампатен была построена Липтоном в XIX веке. Здесь до сих пор сохранилось старое оборудование и традиционные методы производства чая. Это первая фабрика чая на Цейлоне. Фабрика Тампатен является действующей, поэтому, к сожалению, видео и фотосъемка не запрещены. Стоит отметить, что она по настоящее время традиционно поставляет сырье для торговой марки Липтон. Очень живописные виды, горная свежесть и вкуснейший чай. Липтон Сид рекомендую к посещению на Шри-Ланке. С вами был Богдан. Всем здоровья, красоты и счастья. Всем пока-пока.